Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка ИС-4. Вот такой вот красивый мощный танк. И прежде чем мы продолжим обзор, обязательно поставь лайк под этим видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами уже по обычаю идем смотреть бронирование ИСа-4. Погнали! Итак, Collision модель нашего ИСа-4, ну и давайте разбираться с броней. НЛД у нас имеет такие еще траки, здесь у нас, кстати, висят. НЛД 160 мм, приведенки 211, где траки 237. Вот 237 это уже неплохо. Если вот так от переда танковать, вырастет до 300 и прочее, и это вообще хорошо. Нас сюда ни десятки, ни девятки, уж тем более восьмерки не пробивают обычными снарядами. Вот, десятки, естественно, могут там голдой свыше 300 миллиметров бронепробития. Теперь касаемо ВЛД. ВЛД в нижней части 257, в верхней 273. Конверт, люк мехвода 270 вот здесь по центру, здесь 420, здесь 420, здесь 402 рикошет. Как ВЛД, ну, в принципе, неплохое. То есть, нас сюда, по сути, могут обычными снарядами пробивать только десятки, то есть пройдет плюс там к бронепробитию. Ну, голдой понятно, что в принципе да, могут. Надгусеничные полки 446, там рикошет, бесполезно сюда стрелять. Теперь касаемо башни. Давайте начнем с маски орудия. Кругляк вокруг ствола 300, 500, 400, 600, 700, короче, маска очень крепкая. Посередине под стволом под маской 277, здесь уже вот 293, 293, 370, 400, щеки, башни, 500, 600, короче, все зашито хорошо. Единственное уязвимое место это вот сюда под маску. И то-то такое голдой бить. Сверху планочка у нас 52 мм по правилу 3 калибров от 156. То есть 152 мм сюда уже вы не закинете никак. Есть вот такое вот место в 282. Есть такое в 3.4. Есть маленький лючок. Он расположен в задней части башни. Имеет бронирование 140. Спасает ситуацию только то, что он находится сзади. И если танк будет как-то играть от УВН, хотя понятно, что здесь не самый лучший УВН, но вы лючок практически-то и видеть не будете, да и приведенка там вырастает, да, и плюс он очень узенький. Боковое бронирование снизу 160, где фальшбор 177. Отлично танкует от борта, просто шикарно. Да, подставляет щеку, но здесь, извините, приведенки 350, она завалена в двух плоскостях. Поэтому от борта, прям, ну, ребята, король танкования. Вот такое вот, господа, бронирование. Так, с броней разобрались. Дайте смотреть орудие. У нас здесь две пушки, стоковая 8-го левела. Я ее даже открывать не буду. Никогда на ней не играл. Именно на этом танке, на 10-м левеле, играть на ИСе-4 вот на этой пушке будет только умалишенный. Поэтому, заходя на ИС-4, у вас должен быть свободный опыт, чтобы сесть на пушку 10-го левела 122 мм М62Т2. 440 альфа, 258 пробития на основном, 340 на голде. С голдой вопросов нет, вот 258 могли бы чуть-чуть побольше сделать, ну прям маловато, как по мне. Ладно, пушка заряжается на стоке, опять же, да, 11,5 секунд, ДПМ 2300, точность 0,42, не самая лучшая, ну тяжелый танк играется в упоре, 2,5 секунды время сведения. Касаемо полевой модернизации, я ее еще не качал, но вижу это дело так. Поскольку танк очень тяжелый, рекомендую все-таки во втором блоке прокачать вездеходную ходовую. Вот, относительно, ну, в принципе, лучше, наверное, на точность на самом деле все-таки качнуть. Тем более, что много дает, да, на точность. Звукоизоляцию в 5-м блоке, в 7-м блоке. Скорости поворота ходовой. Вот здесь либо ничего не качать, либо все-таки, наверное, дополнительную шумоизоляцию. В 8-м блоке прочности внутренних модулей, к скорости поворота башни.
Наверное, лучше облегченные узлы крепления на самом деле. Вот, вторым слотом берем мобильность. Почему мобильность? Когда прокачаете полевую модернизацию. Вот сейчас, пока я не вкачал полевую модернизацию, мне бы пригодилась огневая мощь. Но на этом танке все-таки лучше качать с турбины. Качать второй слот и ставить турбину. Вот, на мобильность. Потому что танк реально медленный. Если мы посмотрим мобильность 43, тяжелый и медленный. Вот мне на нем всегда подвижности не хватает. Сейчас у меня комплект стоит закалка, досал, стаб. По снарядам основной тип снаряда у нас бронебойный. Голда у нас кумулятивный снаряд. Вот, скорость полета примерно у них одинаковая, 920-40 метров в секунду, сойдет. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой. По плюсам, минусам машины, что можно сказать? Давайте по огневой мощи. Значит, время сведения, в принципе, сейчас у меня неплохое, достаточно комфортное, 2,3 секунды. Точность 0,39. Углы вертикальной наводки, в принципе, отсутствуют. Для себя я всегда принимаю за минимально комфортный, это минус 7. Здесь у нас минус 6. К сожалению, увы. Пушка заряжается почти 10 секунд, 9,9. У меня штраф, наверное, да. А так бы, кстати, заряжалось бы 9,5, даже 9,4 секунды, если бы весь экипаж был переобучен на эту машину на 100%. У меня эти потери на самом деле и дальше будут наблюдаться во многом. По ХП все хорошо, 2750 в сочетании с броней, конечно, это гуд. Это реальная броня, это реальная ХП для тяжелого танка. По мобильности 43 вперед, 14 назад, менее 13 лошадей на тонну. Вот именно мощность двигателя нам говорит о том, вот такая, да, то, что свою максималку даже в 43 этот танк будет набирать очень медленно. Поэтому, когда будете прокачивать полевую модернизацию, есть вариант отказаться от стабов, наверное, даже играть с досалом, с закалкой и с турбиной. Вот, как-то так. По обзору 414, у меня опять же штраф, 13, так был бы 427 метров, танк слепой. Говорить тут даже нечего, слепой. Еще раз, по плюсам броня. Вот, броня в основном по плюсам, подвижность минус, по пушке УВНов нету, но такое, количество ХП и брони у нас дофига, поэтому мы играем в размен своего ХП и все, что с этим связано. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как этот танчик ведет себя с современным рендами. Погнали. Так, господа, обзор боем ИС-4. Тяжелый советский танк, проходная прокачиваемая ветка. 10 левел. Ой, да, обзор боя. Попали мы к десяточкам. У них 2 арты, как и у нас. И это больно будет, да. 2 арты, это больно. Боль начинается. Все слышали? Все свидетели. В начале боя диктор сказал, боль начинается. Ну что это за подвижность? Даже маус обогнать сильно не можем. С запасом. Ну правильно, броня же. Ну-ка, сейчас еще маус меня подтолкнет, да? Ты не офигел ли, родной? О, посветили, постреляли. Здрасте. Постойка на каточке. Дружок.
На тебя в щеку. Как же артовод задрал уже. Так, светим, стреляем. Че это Исок 7 затеял? В ангар он поехать затеял. Все. Блин, ну... Ребят, ну 4200, 2400 насветил, 6, почти 7к суммы. Старался. Ну что-то нас тут все покинули меня быстро. Потел на максималках. Броня хорошая, меня много раз не пробили. Ну 2000 натанковал. Ну, союзные черти, что тут можно сказать. Хорошо. Не знаю, победим, не победим. Может победим, а может и нет. Да не, 9-5, я думаю, победим. Затащим сейчас, да. Не, ИС-4 офигенная машина в части бронирования. Пушка слабовата. Вот пушка слабовата. Особенно по бронепробитию. Да. Нам не... Вот для такой тачки бы, нам побольше бы бронепробития можно было бы грязь сделать, да. Ну чё, давайте, тащите, танкисты. Бабаха. Зря Проджета так левее держится. Во. Тут вон сюрприз на ИСе-7. Так. Вкатывай. Вкатывай. Ну ё-моё. Все, бабах наигрался. Хорошо. Зажимают их, зажимают. Значит, по плюсам танк. Хорошая броня, невероятная. Вот, по самым ярко выраженным плюсам. Самый ярко выраженный минус — это его подвижность. На этом танке, конечно же, надо стараться играть с турбиной. Ну все, практически победа. ТВП осталось.
Подстава от Т-62. Додик. Согласен с Проджетой полностью. На 62-ке Додик был. Так, ну чё? Победа. Жили мы, кстати, долго. Видали, сколько на танках езжали? Да, Е4 танканули. Ух. Первое место по урону, естественно. Ага. Вот. 2400. И у нас сколько тут? 2400. Ну, 6700 суммы. Сойдет. Невероятно крепкая машина, настоящий тяжелый монстр, да, можно сказать, практически сверхтяж, потому что, ну, блин, нереальная броня. Ребят, у кого есть в ангаре ИС-4, пишите свои комментарии, как вам эта машина, получается, не получается, какое вы используете оборудование. Я по пятибалльной системе ставлю 4 с плюсом, вот. Хотя мне немного не нравится на этом танке орудие, вот, но все равно 4 с плюсом эта машина заслуживает. Конечно же, прожимайте лайки и подписывайтесь на канал. Но я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.